Мальчики и девочки, приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня хочу посмотреть такую информацию для вас. Что поменяла для вас зеркальная дата, которая у нас была вчера, 9 сентября 2020 года? От чего она вас избавила и какие энергии к вам пришли? Что вас ожидает в ближайшее время? Расклад, как всегда, больше, конечно, наверное, подойдет для тех, кто проводил какие-то ритуалы, проводил какие-то чистки. Вот. Ну, также подойдет и для всех, кому просто интересно, как поменяется его в жизнь в ближайшие 2-2,5 недели. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. В комментариях под видео найдете тайм-код. А я начну с первого варианта. С голубого камушка. Итак, сейчас посмотрим. Что от вас ушло? От чего вы избавились? В дату. В общем, от чего вы избавились? А избавились вы от того, что вы ранее смотрели как будто только в одном направлении. Вы были, возможно, даже зациклены на каких-то отношениях, на построение семьи, на то, чтобы держать семью, знаете, вот все держать под своей опекой, я бы вот так сказала. И эта зацикленность от вас уйдет. Сейчас вы полностью берете разворот на 180 градусов и идете в свои свершения. Начинаете заниматься тем, что нравится вам, и это вам будет приносить колоссальный доход. Вы как будто входите в свою силу. То есть вы вот эти моменты, которые относятся к партнерству, как семья должна быть устроена, да, вы как-то отходите от этого, вам как будто это бы надоело. И вот это от вас как раз и уходит. Входите в свою силу, оставляете все остальные вопросы, особенно что касаемо отношений, партнерства, на второй план. Возможно, вам просто это надоело, либо же не видите отдачи. Вы вкладываетесь, отдачи нет, вам это надоело, вы входите во что-то свое, начинаете заниматься своими мечтами, я бы сказала, воплощать их в жизнь. Так, что ушло? Теперь давайте посмотрим, что же приходит в вашу жизнь. Что же приходит? Смотрите, будете еще грустить по поводу того, что у вас не получилось в отношениях. Возможно, начнете пересматривать свое видение себя в этих отношениях. Немножечко погрустите, поскучаете о том, какая чувственная вы были ранее, как любили, как искренне относились к человеку.
потому что теперь для вас этот вопрос закрыт. Вы теперь очень будете избирательны в тех людях, которым вы будете в дальнейшем дарить свои эмоции, чувства, доверие, поддержку. Что к вам еще приходит? Будет предложение, возможно, от вашего партнера. Но предложение это я бы не назвала серьезным. Здесь больше по собственным фантазиям, иллюзиям, по собственному эгоизму человек предложит вам что-то. И то, что он предложит, на самом деле будет очень большой неясностью в этих отношениях. То есть думайте 1000 раз, прежде чем принять предложение. Еще что к вам приходит? У вас есть шанс выйти на свободу. Опять-таки, мне больше проигрываются как токсичные отношения, в которых вы были, как в кабале, зациклены, вы от этого отказались. Есть определенное переосмысление себя вообще в отношениях с противоположным полом. Есть у вас шанс выйти, понимаете, из вот этой 8 мечей, но не думайте, что вы потеряли что-то огромное, понимаете? Вы ничего не потеряли, вы наоборот только приобрели. Так. Как обычно, совет от предков духа вашего рода, вашей ситуации. Смотрите, если там идут блики, я, конечно, прошу прощения, ну, с освещением, в общем, пока что вот такая ситуация. Смотрите, какой вам совет? Перестаньте опекать своего партнера в отношениях, займитесь своими делами, своим, я не знаю, воплощайте свои мечты в реальность. Потому что здесь есть такая теневая сторона, что за счет вот этой опеки вашей, да, вы как бы поднимаете свою значимость в своих глазах. А это вам не нужно. Вы просто, наверное, находились в отношениях с таким человеком, который не ценил вас, не видел вас личность, а наоборот, понимаете, понижал вашу самооценку. Во сне, кстати, вам может прийти подсказка по поводу того, от кого ждать подлости. И этот человек захочет над вами иметь власть. То есть опять начать вами манипулировать. Так что будьте осторожны. Такой был первый вариант. Спасибо за просмотры. Делитесь своими впечатлениями. Обратная связь на самом деле мне важна. Почему? Потому что очень интересно, полезна ли эта информация для вас. Потому что уже который раз поток показывает именно отношения с бывшими партнерами и как выйти из этой ситуации. Да. Так, это был первый вариант. Теперь второй вариант.
посмотрим, что у вас. Второй вариант — белый камушек. Что же к вам пришло, что от вас уходит? Какая ситуация от вас уходит? От чего вы избавились? 9 сентября 2020 года. Те, кто будет смотреть расклад позднее, значит, на момент здесь и сейчас, и перспективы по энергиям где-то на неделю-две. Вперед можете это использовать себе как подсказку. Так, здесь у нас была какая-то навязчивая определенная идея, которая очень долго вынашивалась. Связана она с каждодневной работой. Для чего? Для того, чтобы получить определенные лавры в своей жизни. Ожидали результатов. Еще есть такой момент, что кому-то показали во сне, то есть было видение о том, как перестроить свою жизнь, чем заняться, для того, чтобы больше не жить навязчивыми идеями по стандартным сценариям, по которым живет обычное общество, а найти в этом мире саму себя, как организовать свое пространство каждый день, для того, чтобы в будущем это принесло вам удовлетворение, победу и плоды ваших результатов. То есть вы прекращаете просто мечтать, а начинаете простраивать четкий план действий по осуществлению вашей мечты. И подсказки вам идут. Здесь еще, так знаете, похоже больше на то, когда человек уходит из наемного труда для того, чтобы открыть свои способности. То есть вам надоело уже ломать голову, понимаете, над тем, как вы жили ранее. И вы простраиваете планы. Так, что уходит от вас? Ой, ну тут вообще хорошо показано. Да, уходите в отшельника от обманов, манипуляций, предательства. Уходите в отшельника. Нужно побыть самим собой, нужно осознать определенные моменты, кто вы есть на самом деле и куда вам двигаться дальше. И вот что к вам приходит. А получите вы заслуженно. Причем, ой, здесь меня смотрят ведьмы. Я даю вам 100 000%. Это человек, который только что буквально узнал, что у него есть способности, и если он хочет, то сейчас именно время их открывать. Оставлять старую жизнь в прошлом, ту, в которой у вас голова болела, а что и как вообще выстроить, возможно, для того, чтобы себя обеспечить, да, чтобы была стабильность. Вы подумывали, как, поверьте, вот вы только пойдете по этому пути, оно сложится все само по себе. Ну, просто королева пентаклей, справедливость, королева жезлов, вы получаете свой трон по праву. Я бы вот так сказала. Вы получаете свой трон. Достаток будет, всего нового будет вдоволь просто. Вот этот вариант мне очень нравится. Так, еще находитесь, да, в таком вот состоянии либо-либо. Не сомневайтесь, идите за своей мечтой. Так, второй вариант. Совет предков духового вашего рода для вас в данной ситуации.
Принимайте уже это решение скорее. Не тяните со временем, идите в новый путь, получите все дары судьбы. Отбросьте все сомнения, если еще сомневаетесь. Еще, да, конечно, это сложно переломить себя, переступить через эту грань. Когда ты уходишь от обыденного мира в мир, допустим, той же магии, избавляйтесь от зависимостей. Решение избавиться от зависимости. Токсичные отношения, токсичные мысли, токсичный уклад жизни, которую пора оставить в прошлом. То есть так, как было, вам не подходит, вам не нравится, и на то есть причины. Ищите себя. Отрекайтесь, то, что я и сказала, отрекайтесь от зависимостей и получите ваше благополучие. Еще такой момент. Вам нужно поработать на местах силы, это раз. Для некоторых также кладбище подойдет. Просто сходите к своим родным на кладбище. Кто вообще в этой теме, работа на кладбище, там свои нюансы как бы есть. Пойдите поговорите с вашими предками на кладбище. Нет, езжайте на места силы. И просите, знаете что? Просите расплату для тех, кто вас незаслуженно обидел, предал, манипулировал вами, лгал, обижал, клеветал на вас. Там еще много каких моментов вам неизвестно, то есть они скрыты. Вам какой-то практик подскажет, как нужно поработать в плане магии, чтобы достичь вам необходимых результатов. То есть открыть дороги, допустим, выставить достойные защиты, которые просто никто не проломает, да, из тех ваших недоброжелателей, которые в прошлом у вас остались с незакрытыми гештальтами. То есть второй вариант, отлично все. Спасибо за просмотр. Делитесь вашими впечатлениями, оставляйте комментарии. Обратная связь для меня на самом деле очень важна, потому что информация идет, и как бы хотелось бы понимать, насколько она действительно актуальна для вас. Так, смотрим третий вариант. Третий вариант. Зеленые камушки. Приветствую вас. Так, смотрим, что же у вас ушло, что к вам пришло, какие энергии уходят, а какие входят в вашу жизнь. Итак, что от вас уходит? Троечки. Смотрите, тут такое впечатление, что стоял вопрос о рождении ребенка в паре. Остро стоял этот вопрос. Но то ли вы не были к этому еще готовы, а на вас был прессинг со стороны партнера, и вы избавляетесь от этого. То есть вы получаете как внутреннее озарение. Возможно, у вас все хорошо в плане бизнеса,
плане достатка. Вы королева пентаклей и королева кубков. То есть вы семейная женщина, это однозначно. И при этом у вас очень хорошо налажен ваш поток денежный. Я не исключаю, что вы даже больше своего мужа можете зарабатывать. И тут такой момент, что, возможно, он хотел вас продавить на то, чтобы вы забеременели. Занялись ребенком, соответственно, сдали позиции королевы пентаклей, дабы он себя не чувствовал, ну, давайте будем откровенны, ущербным на фоне вас. И в этом вопросе вы получаете как озарение, а почему же он так хотел ребенка? Возможно, вы думали, блин, какая я там нехорошая, да, вот он хочет, а я как-то вот все никак, да никак. Запомните, если у вас есть внутреннее сопротивление по поводу, вообще по любому поводу, да, по любому предложению, будь то от родни, от мужа, от детей, от незнакомых людей, если у вас есть сопротивление или что-то вам не дается, возможно, это не просто так. Озарение вы получили. Хочу посмотреть, что за озарение. И здесь, смотрите, озарение в том, что вы нашли баланс между тем, что надо, что вы хотите и что от вас желают получить. Вы нашли как будто свою точку опоры. Вот это озарение, то, что к вам пришло, оно как будто вам глаза открыло. Открыла глаза на то, что вы не обязаны приносить себя в жертву. Смотрите, я там говорила по поводу ребенка. Есть еще такой вариант, что это какой-то проект, который вам предлагает либо ваш муж, либо ваш работодатель, либо вообще другой человек, которого вы загадали. Но здесь больше как бы мужчина падает, здесь семья. Здесь, конечно, больше семья, но если вдруг это не семья, а там просто партнер, как я уже сказала, друг, я не знаю, кто там еще может быть, и он предлагает вам какой-то проект, понимаете, долго, да, навязчиво, так, ну давай попробуем, ну давай, это же вот вроде как нам двоим будет на пользу, а вот у вас никак не получалось, вы откладывали это, да, то знайте, что так оно и должно быть. Это очень хорошо, что вы не сделали так, как вот этот человек хотел от вас, чтобы вы поступили. Поэтому могу вас поздравить. Очень хорошо для вас прошла зеркальная дата. Опять же таки, кто делал ритуалы, или же просто обращался к кому-то за помощью, то вы открыли истину, копнули вглубь даже самого себя. Так, что к вам приходит, смотрим. А приходит то, что у вас есть определенная тайна, вам хочется вот ее высказать, что-то вы узнали для себя, вы хотите ее высказать, открыть, но еще думаете об этом, вот это вас и гложет. И эта тайна, ну, от того, откроете вы ее или оставите, зависит и ваше будущее. И еще здесь момент, что уходит, ваша одержимость властью уходит. То есть, возможно, вот вы очень усердно занимаете позиции активной деловой женщины. Мальчики, на себя расклад перекручивайте. И в какой-то момент вы по энергиям начали напоминать мужчину, который, знаете, идет к результатам, вопреки всему, просто пробивает все, и у вас это выходит, вы почувствовали власть. И
вот это от вас уходит, вы поймете, что не это главное. Потому что в погоне за этой властью, за деньгами, вы все время находитесь как будто в ожидании конечного результата, да, ваших вот этих вот трудов, туда, куда вы вкладывали энергетику свою. А жить в постоянном ожидании, это не есть хорошо. Нужно жить здесь и сейчас, а не в будущем, не в прошлом, а здесь, сейчас и сегодня. Еще хочу для вас посмотреть, что же придет. Ой, подарки получите, подарки судьбы, все ваши мечты исполнятся. Придется немножечко за это побороться, поотстаивать свое мнение. Здесь да. За свои эти подарочки нужно будет побороться. И еще надежда найти выход из сложившейся ситуации. Вы еще пока не знаете, как отстоять себя, как вот эту вот ту информацию, которую вы держите в тайне, преподнести своему молодому человеку, своей второй половине, вашему партнеру. Определенный грустный период своей жизни вам нужно пройти. От этого никуда вы не денетесь. Силу обретете. Итак, третий вариант. Советы предков, духов вашего рода для вас сегодня и на ближайшие 2 недели вообще в вашей ситуации. Так, третий вариант, смотрите. С кем-то вы обсуждаете в любом случае ситуацию, которая вас гложет. Вот ту тайну, о которой я говорила. Вам что-то подскажут в этой ситуации. Вы получите знание о том, почему происходит в вашей жизни то, что сейчас происходит. Вам кто-то укажет информацию. Укажет он ее для того, чтобы убрать вот эти вот причины, из-за которых возникла та ситуация, которая у вас возникла. Еще здесь такой момент, что, смотрите, во-первых, я четко вижу, что есть человек, к которому вы обращались, он вам помог, открыл глаза на определенные моменты, он вам посоветовал, возможно, как почиститься, как защититься, возможно, вы будете заказывать чистку себя, в первую очередь себя. Здесь, понимаете, предки говорят о том, что вам нужно поработать над собой и отректись от вашей надменности. Есть это в вас, понимаете? Есть. Возможно, вы не замечаете этого, но она в вас есть. Вы имеете на это право, судя по тому, что мы видели в раскладе ранее. Вы заслуженно восседаете на лаврах.
но при этом у вас есть некая надменность. И смотрите, на итог, нужно, наверное, будет побыть вам в одиночестве. Это принесет вам удачу и принесет вам ваши дары, положенные вам по судьбе. Возможно, после чистки. Плюс ваше переосмысление вообще вашего поведения, я бы сказала, вашей реакции на ваш же успех. Возможно, у вас работа связана с тем, что вы дома работаете сами для себя, себе руководитель. Через это получите дары судьбы однозначно. Да, мне нужно будет побыть наедине не просто с самим собой, но и вдали от вашего партнера. Возможно, узнаете какую-то неправду по отношению к вам, или осознаете, что на самом деле отношения, в которых вы находитесь, нищие духом. Что вы в этих отношениях на самом деле начали разочаровываться. Возможно, это напускное, конечно, все это можно исправить. Но все равно есть момент того, что то прозрение, которое вы получили, оно очень болезненно, да, но оно необходимо вам. Это не говорит уходить от партнера или там разваливать брак. Здесь нужно просто сейчас больше времени уделить себе, а не отношениям. Нужно дать и себе время, и партнеру время подумать. Потому что я так предполагаю, что касается вот той тайны, о которой я говорила ранее, вы, наверное, хотите высказать своему партнеру, что вы на самом деле думаете по всему этому поводу. Давайте посмотрим, если вы действительно выскажетесь, не будете в себе это держать. Просто есть моменты, когда нужно переждать, а есть моменты, когда нужно действовать. Угу. Значит так, нужно будет вам переждать до того момента, когда вы почиститесь и поставите себе защиты, как, от мороков самое элементарное, потому что оморочки есть. Там еще помимо оморочек есть моменты на вашем союзе. Кому-то третьему лицу не нравится ваш союз, и он сунул нос, из-за чего возникла ситуация. Вы узнали нюансы, возможно. И теперь думаете, говорить ли об этом. Ну и плюс у вас глаза открылись на определенно истинные желания партнера по отношению к вам, да? Но это все по суду, ребята. Высший суд. Этого было не избежать. Вы просто жили, чего-то не замечали, и теперь узнали, да, нужно взять тайм-аут и подумать о многом. Так, это был третий вариант. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Очень важна обратная связь для понимания того, насколько информация, которая идет мне, актуальна для вас, помогает ли она вам. Всем спасибо. Всех благодарю. Пока-пока.